Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и это вторая часть моего разбора клипа Реаниматора, который называется Vs Danger XL. В предыдущей части я кратко пробежался по сюжету, ответил на многие волнующие нас вопросы, а также поделился своими догадками касательно того, что ждет нас в четвертом сезоне. А в этом ролике мы поищем пасхалки, оставленные автором сериала для зрителя, которые будут отсылаться на предыдущие ролики и, возможно, сыграют роль в будущем. Итак, с вами Алекс Кларк, ну и мы начинаем. Ну а начнем мы с лаборатории Азуры. Во-первых, эта версия лаборатории находится в помещении Фростборнского замка, а не на улице, как это было в клипе Just So You Know. Видимо, Азура поняла, что пурга из клипа Gotta Get Out of Here просто завалит снегом ее наружную лабораторию, и она перевезла ее сюда. Здесь есть и стол зачарования, и тот самый сундук, из которого Рейн взял кремний и обсидиан для того, чтобы отправиться в Незер. И те самые книжные полки, и зельеварочные стойки с котлом. И даже есть тот самый командный блок, благодаря которому Азура сумела вылечить Рейна в клипе Cold as Ice. Также мы видим здесь миниган, отсылающий нас к механическому голему из клипа Back into Darkness. Несколько пушек, что явно отсылает нас на клип Just So You Know. И само собой пушка посередине — это всего лишь дубликат той пушки, которую использовал Рейн, а пушка с левого края, скорее всего, является той самой, которой пользовался безымянный бандит. И есть еще третья пушка, но это скорее пистолет. И, к сожалению, разглядеть его слишком сложно. Это может быть тот самый пистолет, которым пользовался Дэрил в клипе Cold as Ice Remake, или же один из двух неиспользованных пистолетов, которые также были показаны в клипе Just So You Know. На одном из столов также можно увидеть жемчужину Эндера, что отсылает нас к клипу Cold as Ice и Gotta Get Out of Here, а также око Эндера, что также отсылает нас к клипу Cold as Ice, Goodbye и Ender Wish. На другом столе находится белая пушка, которая также была показана в клипе Just So You Know, но никак не использовалась. Очевидно, что большинство этих пушек являются прототипами, и в них попросту еще не инкрустирована незерская звезда. Подробнее о типах пушек я рассказывал в предыдущем своем ролике, можете с ним ознакомиться. Ну а мы идем далее. В этом клипе Азура использует парные пистолеты, которые значительно отличаются от тех, которые она использовала ранее. Конкретно эти пушки не были показаны ранее в сериале, однако они отсылают нас к концепт-арту Азуры, который был выпущен Реаниматором в 2018 году. Также в этом же клипе у Азуры появляется пара энергетических мечей, которые приделаны к технологическим браслетам. И тут сразу же две отсылки. Во-первых, браслет Азуры может отсылать нас к управляющим консолям из вселенной аниматора The Blue Jerome, с которым у Реаниматора однажды выходил коллаб. А сами энергетические мечи явно отсылают нас к световым мечам из Звездных войн. Ну а с точки зрения сериала, эти мечи также отсылают нас на те самые примитивные лезвия, которыми пользовалась Азура еще с релиза клипа Goodbye, и которые впоследствии были немного усовершенствованы с помощью редстоуна. Усовершенствованный меч можно было заметить у Лирии, который по сути являлся полуавтоматическим и при необходимости выдвигался. Теперь же подобная технология была усовершенствована энергией кристалла, и поэтому Азура смогла сделать себе такой энергетический меч, который также отсылает нас и на арканные клинки жителей Эндера. А по форме меч скорее напоминает оружие Наеуса, которое называется Ядовитый удар. И как же иронично, что Азура сделала меч, который будет ей помогать в битвах с ордами Незера по форме и подобию незерского клинка. Далее по сюжету Азура прилетает к Фростборнской таверне из клипа Eternal, возле которой находятся два персонажа. Один из них является Флинтом, наемным бандитом из клипа Goodbye, а другим Майя, посол фракции Незербейна, который дебютировал в клипе Nightmares. И прибыла она сюда после двух событий. Одним из них является заключение альянса между Незербейном и Фростборном, которое произошло в клипе Be Afraid, а вторым является смерть ее мужа Элайта, который погиб на далеких равнинах в клипе Cold as Ice Remake. Майя использует зачарованный нож, который позволяет вызывать мини-землетрясения, так же, как и двуручники Эндера. Во всяком случае, подобные трюки проделывали Церис, Заганерн и Рейн. Клинок Майи также отсылает нас на сет брони и оружия Рейна из клипа Vs Danger, благодаря которому главный герой мог призывать ледяные шипы и оковы, хотя существует вероятность, что Майя попросту обладает магическими способностями геомантии, а ее нож тут совсем ни при чем. Азура отдает Флинту ту самую пушку, которая дебютировала в клипе Goodbye, и собирает войска для обороны замка. Помимо обычной пехоты, замок также охраняется стрелками, сидящими за маяковыми пулеметами, которые явно отсылают нас на маяковое оружие из клипа Vs Danger. Но в отличие от тех турелей, эти не требуют неограниченного запаса пороха, потому что их источником энергии и пулями являются Незер звезды. В обороне замка также принимает участие и командующий Сифион, который дебютировал в клипе Gotta Get Out of Here, и как бы ни было обидно, он единственный командир помимо Азуры, который остался охранять столицу, поскольку все
все остальные ушли воевать на далекие равнины. И события обороны замка Форсборна происходят параллельно сражению с Наеусом. По сюжету Азура отправляется в Незер, сражается 1 на 1 с Кайей и практически проигрывает, поскольку Кая мастерски пользуется портальной магией, что предположительно отсылает нас к сериалу Реаниматора, который выходил на его старом канале. Он был известен как Редопидакса, а потом украден другими пользователями и переименован в Forks, а далее и в Redstone Records. Само собой, события того сериала не имеют никакого отношения к сериалу Fractures. Между Азурой и Кайей происходит диалог, в котором Кая упоминает аэроманскую магию. Скорее всего, это отсылка на сериал War of the Ender Kingdoms, релиз которого вот-вот состоится. В том сериале существовало такое место, которое называется Аэроманский Анклав, и в нем, очевидно, жили маги, которые пользовались магией аэромантии. Если что, это магия, которая позволяет летать без использования крыльев. Также в этом же диалоге Азура говорит, что однажды она побеждала подобных Кае. И, очевидно, она отсылает нас на события клипа Wings of Salvation, где убила множество братьев данной героини. Но, во всяком случае, 3 точно. И, как это обычно бывает, Кая из-за своего высокомерия и самонадеянности проиграла загнанному в угол персонажу. Так было с Хербрином, так было с Патриком, так было с Хоксвортом, и также было с Абигейл и Лансом. И это показывает нам, что Кай действительно живой персонаж. Но потому что реальным людям свойственно опираться на эмоции и делать что-то необдуманное. Из-за этого Кай проиграла. И нам действительно показали, что она погибла, однако, с учетом того, что она является знатью, которая пользуется незерскими звездами, есть большой шанс, что она воскреснет и опять пойдет мстить. Хотя я надеюсь, что она будет учиться на своих ошибках, если она действительно воскреснет. Ну а теперь идем к самой интересной, на мой взгляд, пасхалке. Пиглин незаметно крадет Эндер Кристалл из-под носа Азуры. И этот Пиглин уже ранее появлялся в сериале. Скорее всего, вы даже этого не замечали. У этого Пиглина есть имя. Его зовут Вилбур. И впервые он дебютировал в клипе Nightmares. Он был тем самым Пиглином, который спрятался в золотохранилище от гнева Сиары. Наконец-то его судьба прояснилась. Сиара все-таки пощадила данного Пиглина и оставила его в живых. Далее этот Пиглин появлялся в клипе Back into Darkness, когда приносил материалы для создания нового тела Наеуса. И я однозначно могу сделать вывод. Этот Пиглин предан Наеусу. Почему? Ну давайте рассуждать. Вилбур видел смерть одну за другой и видел, что пиглинский король Поркшир трусливо сбежал с поля боя, когда за ним пришла Сиара. И знаете, я бы на его месте тоже пересмотрел свой взгляд на лидера, который не в состоянии защитить ни своих подданных, ни даже себя, и которого приходится спасать принцессе Незера. Поэтому не стоит удивляться, что Вилбур похитил Эндер Кристалл, и я на 100% уверен, что он хотел отдать его Наеусу, ну или в крайнем случае Заркасу, но никак не пиглинскому королю. Также в данном клипе есть еще пара отсылок по типу жителя из вселенной Villager News, аниматора Element Animation, который в свою очередь и озвучил этого жителя. А также, к примеру, упомянутый одним из пиглинов-близнецов магмовый змей, который в действительности должен был появиться в клипе, однако был вырезан из-за нехватки хронометража. Этот змей существует и, возможно, сыграет роль в будущем. И было бы круто, если бы его оседлала Абигейл, как в былые времена, когда Рейн укротил и оседлал Эндер Дракона. Ну да ладно, в целом в данном клипе больше не предвидится никаких пасхалок. Однако есть один интересный нюанс. По сюжету уже второй Эндер Кристалл был уничтожен. И я все еще напоминаю, что в замке Форсборна живет Ланс, который более сотни лет назад развязал войну, лишь бы заполучить все имеющиеся Эндер Кристаллы в свои руки. И я не представляю, какое лицо будет у этого персонажа, когда он, будучи в облике лягушки, узнает о том, что те ценные вещи, за которыми он так яро охотился в прошлом, были так нелепо уничтожены в настоящем. Я надеюсь, что Реаниматор и его команда не упустят возможность показать нам возмущение данного персонажа на экране. Но я все-таки опасаюсь, что они могут забыть добавить этот момент, поскольку Реаниматор заявлял о том, что между 3 и 4 сезоном будет произведен временной скачок, во время которого крестоносцы, армия Форсборна и Азура уже вернутся в столицу со своей добычей. И скорее всего этот момент будет упущен. Но, как я люблю говорить, нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к тому, что все может стать еще хуже. А на этой ноте я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Увидимся когда-нибудь завтра. Пока!